Здравствуйте, это Маск. Добро пожаловать на канал Отражение. Сегодня я для вас подготовил действительно интересную историю. Приготовьтесь, расслабьтесь, закройте глаза, и мы отправляемся в необычное путешествие, в таинственный мир вашего воображения. Начинаем. Название истории: Эмма и пустой поезд. Нежная дымка токийских сумерек медленно обволакивала исполинские силуэты зданий, проникая сквозь узкие щели жалюзи и расцвечивая комнату Эммы причудливой палитрой фиолетового и призрачно-серого. 18-летняя девушка, словно застывшая статуэтка, расположилась в кресле на крыше террасе высотного дома, рассеянным взглядом скользя по мерцающему калейдоскопу огней, рассыпанных далеко внизу. Ее длинные цвета вороного крыла волосы струились вниз, подобно темному безмолвному водопаду, лаская плечи и спину. Несколько непокорных прядей, словно случайно вырвавшись из общего плена, обрамляли ее бледное тонкое лицо, придавая всему облику оттенок меланхоличной задумчивости. Огромные глаза цвета глубокой ночи, лишь тронутые синевой в надвигающейся темноте, пристально следили за неугомонной жизнью города. Но казалось, что мысли Эммы порхают далеко за пределами этого неонового мира, в таинственном царстве теней и неразгаданных секретов. Эмма была словно загадка, сотканная из противоречий. Живя в шумном, динамичном Токио, она оставалась островком тишины и интроверсии. В ее душе уживались острый аналитический ум и почти мистическая интуиция, позволяющая считывать настроение людей словно открытую книгу. В компании сверстников она предпочитала молчать, наблюдая за происходящим. Но если уж решалась заговорить, ее слова, всегда точные и меткие, заставляли окружающих прислушиваться. Холодная и рациональная на первый взгляд, Эмма обладала тонким чувством юмора, часто язвительным и саркастичным, которое проявлялось лишь в узком кругу близких. Ее увлечения отражали ее сложную натуру. Она обожала головоломки, криминалистику и все, что связано с тайнами и загадками. Мечта о карьере следователя не была детской фантазией, а вполне осознанным стремлением. Эмма видела красоту в логике и порядке, в распутывании сложных узлов человеческих судеб. Ее стиль одежды был таким же неординарным, как и она сама. В мире, где преобладали яркие цвета и модные тренды, Эмма выделялась своей любовью к темным тонам и практичности, разбавленным, однако, яркими акцентами. Темно-зеленый кожаный плащ длиной чуть выше колен, с желтыми вставками по краям, был ее визитной карточкой. Под плащом обычно скрывалась простая черная футболка и темно-синие узкие джинсы. Образ завершали черные ботинки с ярко-желтыми шнурками, добавляя ему бунтарского настроения. Среди ее немногочисленных, но значимых аксессуаров выделялся круглый старый серебряный медальон с изображением двух воронов. По семейной легенде он принадлежал ее прабабке, которую в городе шепотом называли ведьмой. Эмма, конечно, не верила в ведьм, но медальон носила, чувствуя в нем какую-то связь с прошлым, с чем-то таинственным и непостижимым. Второй неизменный спутник Эммы — карманный блокнот в черной обложке и механический карандаш. В блокнот она записывала свои наблюдения, странные детали, ускользающие от взгляда других, обрывки мыслей, заметки для будущих рассказов. Рассказы. Это была еще одна страсть Эммы. Не простые истории, а жуткие, леденящие кровь, заставляющие сердце биться чаще. Она любила пугать друзей страшными байками, придумывая их на ходу или пересказывая городские легенды, приукрашивая их мрачными деталями. Ее фантазия, подпитываемая аналитическим умом, рождала истории, от которых по коже бежали мурашки. Иронично, что при всей своей любви к ужасам у Эммы была одна слабость — пауки. Вид этих восьминогих созданий вызывал у нее неконтролируемую дрожь и панический ужас. В
Вечерняя меланхолия постепенно сменялась привычным поиском чего-то интересного в интернете. Эмма открыла ноутбук, устроившись поудобнее на стуле. Привычные сайты новостей, социальные сети – все это пролистывалось механически, не задерживая внимания. Настоящее удовлетворение ей приносили тематические форумы и сообщества, посвященные мистике, паранормальным явлениям и, конечно же, страшным историям. Она часами могла просиживать на таких ресурсах, читая чужие рассказы, анализируя их структуру, выискивая интересные приемы и детали. Иногда она и сама оставляла комментарии, меткие и проницательные, за что ее ценили и уважали другие завсегдатаи форумов. В один из таких вечеров, блуждая по просторам сети в поисках новой порции жутких историй, Эмма наткнулась на ссылку, которая показалась ей необычной. Название было лаконичным и интригующим – «Отражение». Никаких кричащих заголовков, ярких баннеров, только скромная ссылка, ведущая, как выяснилось, на закрытое интернет-сообщество. Интрига усилилась. Закрытое сообщество – это звучало многообещающе. Обычно такие места хранят в себе нечто особенное, нечто, что не предназначено для широкой публики. Эмма кликнула на ссылку. Страница загрузилась медленно, словно нехотя открывая свои тайны. Дизайн сайта был минималистичным, выполненным в темных тонах. Главная страница представляла собой ленту коротких анонсов новых публикаций, сопровождаемых мрачными атмосферными изображениями. Названия историй были загадочными и пугающими. «Шепот из колодца», «Зеркало старой ведьмы», «Пустой поезд». Сердце Эммы забилось быстрее от предвкушения. Судя по всему, это было именно то, что она искала. Попытка открыть любую из историй привела к всплывающему окну с сообщением. Доступ к материалам сообщества ограничен. Для получения доступа необходимо подать заявку на вступление. Разочарование? Нет, скорее еще больший интерес. Препятствие лишь подстегнуло любопытство Эммы. Если для того, чтобы попасть в это сообщество, нужно приложить усилия, значит, оно действительно стоит того. Несмотря на ограниченный доступ, Эмма могла просмотреть структуру сайта, разделы и рубрики. Было очевидно, что «Отражение» — это не просто сборник страшных историй, а целое сообщество со своими правилами и традициями. Существовали разделы для обсуждения прочитанных рассказов, для обмена мнениями и интерпретациями, даже что-то вроде библиотеки с архивом публикаций. Форумная активность, судя по счетчикам, была довольно высокой, что говорило о живом и заинтересованном комьюнити. Это не был заброшенный сайт-архив, а пульсирующее, дышащее пространство, наполненное чьими-то страхами и фантазиями. Эмма провела некоторое время, просматривая анонсы и пытаясь угадать, что же скрывается за закрытыми дверями отражения. Ее аналитический ум цеплялся за детали: стиль оформления, выбор изображений, тональность анонсов. Все говорило о том, что это сообщество серьезно относится к своему делу, созданию атмосферы настоящего, пробирающего до костей ужаса. Это не были дешевые страшилки для подростков, а скорее изысканные произведения мрачного искусства, нацеленные на искушенного читателя. Чем больше Эмма погружалась в изучение сайта, тем сильнее становилось ее желание стать частью этого закрытого сообщества. Она почувствовала, что отражение — это именно то место, которое она искала. Среди бесконечного потока развлекательного контента в интернете это сообщество выделялось своей уникальностью, своей атмосферой исключительности и, главное, своей любовью к настоящим непридуманным страхам. Для Эммы, ценительницы темных историй и загадок человеческой психики, отражение звучало как приглашение в мир, где страх — это не просто развлечение, а форма искусства, способ познания себя и окружающего мира. Особенно ее заинтриговало условие вступления, необходимость рассказать собственную страшную историю. Это был не просто формальный отбор, а настоящий экзамен, проверка на соответствие духу сообщества.
Отражение искало не пассивных читателей, а активных творцов. Людей, способных не только потреблять, но и производить контент, делиться своими уникальными переживаниями и фантазиями. Именно это условие окончательно убедило Эмму в том, что ей необходимо попробовать вступить в отражение. Вызов был принят. Оставалось только сосредоточиться и выбрать ту самую историю, которая откроет ей двери в это загадочное сообщество. Условия вступления в отражение были изложены четко и лаконично, без лишних слов и уговоров. Чтобы стать полноправным членом сообщества и получить доступ к эксклюзивным материалам, вам необходимо пройти отбор. Отбор заключается в предоставлении вашей собственной страшной истории. Это должна быть история, произошедшая с вами лично или с вашим близким знакомым. История, которая по-настоящему напугала вас, оставила глубокий след в вашей памяти и, возможно, изменила ваше восприятие мира. Далее следовало короткое пояснение. Мы ищем не просто развлекательные байки, а искренние рассказы о реальном страхе. Истории, которые заставляют задуматься о границе между реальностью и кошмаром, о том, что скрывается в тенях повседневности. Ваша история должна быть оригинальной, атмосферной и, главное, правдивой в своей эмоциональной основе. Завершалось описание условий призывом. Не бойтесь поделиться своими страхами. В отражении вы найдете понимание и поддержку. Возможно, именно ваша история станет ключом к нашему сообществу. Эмма перечитала условия несколько раз, впитывая каждое слово. В этом лаконичном тексте чувствовалась сила и уверенность. Отражение не заманивало пользователей пустыми обещаниями, а четко обозначало свою позицию. Качество контента превыше всего. Условия личной истории сразу отсекало случайных прохожих, любителей легких развлечений. Здесь ценили искренность, аутентичность переживаний, способность заглянуть в собственные страхи и выразить их в словесной форме. Именно это избирательное отношение и привлекло Эмму. В мире, где интернет пестрит низкопробным контентом, отражение предлагало нечто действительно ценное. Пространство для серьезного разговора о страхе, о темных сторонах человеческой психики. Это было приглашение в клуб для избранных, для тех, кто не боится смотреть в лицо собственным демонам. Требование рассказать личную страшную историю не напугало Эмму, а наоборот раззадорило. Она не была новичком в мире страшных историй, но до сих пор она скорее выступала в роли потребителя, чем творца. Теперь ей предлагался шанс самой стать автором, поделиться своим уникальным опытом страха. В голове начали мелькать разные варианты. Какие истории можно считать по-настоящему страшными? Истории о призраках и монстрах? Или истории о человеческой жестокости и безумии? А может быть, самые страшные истории — это те, которые происходят в повседневной жизни, когда обыденность внезапно трескается, открывая зияющую пустоту под поверхностью привычного. Эмма понимала, что для отражения важна не столько сюжетная канва, сколько атмосфера, эмоциональная насыщенность истории, ее способность воздействовать на чувства читателя. Нужно было выбрать не просто страшный случай, а историю, которая бы отражала ее собственное восприятие страха, ее уникальный взгляд на темную сторону жизни. И тут в памяти снова всплыл образ пустого поезда, мерцающего света в окнах и одинокой фигуры в дальнем конце вагона. История, которая еще совсем свежа в памяти и которая до сих пор вызывает неприятные мурашки на коже. Возможно, именно она и станет ключом в отражение. Воспоминания о пустом поезде всплыли в сознании Эммы неожиданно ярко, словно кадр из фильма ужасов. Недавний случай, произошедший всего пару недель назад, казался сейчас каким-то зловещим предзнаменованием, знаком судьбы, подталкивающим ее именно к этому моменту, к вступлению в отражение. В тот вечер Эмма возвращалась домой после встречи с подругой. Время было позднее, почти полночь. Токийское метро.
обычно гудящая и переполненная людьми даже в самые поздние часы, на этот раз поразила своей непривычной пустынностью. На платформе почти никого не было, лишь несколько уставших силуэтов, ожидающих свои поезда. Когда подошел ее состав, Эмма вошла в вагон, ожидая увидеть привычную картину полусонных пассажиров, уткнувшихся в телефоны или задремавших в креслах. Но вагон оказался практически пуст. Лишь вдали, на самом краю вагона, виднелась одинокая фигура, сидящая спиной к окну. Сначала Эмма не придала этому значения. Поздний час, все устали, люди разъехались по домам. Но по мере того, как поезд набирал скорость и проносился сквозь темные туннели, ощущение неловкости и тревоги нарастало. Пустота вагона была какой-то неестественной, давящей. Обычно в метро всегда есть какой-то фоновый шум, разговоры, шелест страниц, звук объявлений. Здесь же царила звенящая тишина, нарушаемая лишь монотонным гулом колес и редким скрипом вагонных сочленений. Одинокая фигура в конце вагона тоже вызывала странное чувство беспокойства. Неподвижная, словно застывшая, она не шевелилась и не издавала ни звука. Эмма пыталась разглядеть хоть какие-то детали, но фигура была слишком далеко, погружена в полумрак. Ее выдавал лишь силуэт. Человек в темной одежде, сидящий прямо, не откидываясь на спинку сиденья, словно напряженно вслушиваясь во что-то. Вспоминая этот вечер, Эмма чувствовала, как по коже снова бегут мурашки. Не было ничего конкретно страшного, ничего, что можно было бы объяснить логически. Но атмосфера пустого вагона, неподвижная фигура вдали, звенящая тишина — все это вместе создавало ощущение необъяснимого, иррационального ужаса. Это был не киношный страх от внезапно выскочившего монстра, а медленно нарастающее чувство тревоги, предчувствие чего-то неладного, что витало в воздухе и проникало под кожу. Именно этот тип страха, неясный, неопределенный, но оттого еще более пугающий, казался Эмме наиболее подходящим для отражения. Сообщество, судя по анонсам историй, ценили не столько кровавые детали и спецэффекты, сколько атмосферу и психологическое напряжение. История о пустом поезде была именно такой, минималистичной, но при этом наполненной густым, вязким страхом, который возникает из ничего, из пустоты и тишины. К тому же это была ее личная история, ее собственное переживание, искренность и аутентичность, как подчеркивалось в условиях вступления, были ключевыми критериями отбора. Эмма понимала, что не сможет придумать что-то более правдивое и эмоционально насыщенное, чем то, что она пережила сама. История пустого поезда была не просто страшной байкой, а отражением ее собственного внутреннего мира, ее способности чувствовать тонкие грани между реальностью и кошмаром. Решение было принято. Она напишет историю о пустом поезде. Историю, которая напугала ее саму, и которая, возможно, сможет заинтересовать строгих модераторов отражения. Осталось только собрать все воспоминания в единое целое, облечь их в слова и создать текст, который сможет передать атмосферу того жуткого вечера в токийском метро. Эмма откинулась на спинку стула, глубоко вздохнула и открыла свой верный блокнот. Механический карандаш лег в руку, готовый зафиксировать рождающиеся образы и фразы. В комнате царил полумрак. Лишь свет настольной лампы выхватывал из темноты страницы блокнота и кончик карандаша. Тишина, нарушаемая лишь тихим тиканьем часов, создавала рабочую атмосферу, сосредотачивая мысли и помогая погрузиться в воспоминания. Первые слова давались нелегко. Как начать историю, чтобы сразу захватить внимание читателя и погрузить его в атмосферу страха? Эмма задумалась, перебирая в голове различные варианты. Нужно было начать с места действия, с самого-самого момента, когда она вошла в пустой вагон. Она начала писать, медленно, выводя каждую букву, словно очерчивая контуры будущего кошмара.
Поздний вечер опускался на Токио, окутывая город плотной пеленой усталости и мерцающего неонового света. Я спешила на последнюю электричку, зная, что еще немного и метро закроется до утра, погрузив городские туннели в зловещую тишину. Эмма остановилась, перечитала написанное. Начало казалось неплохим, задавало нужное настроение. Поздний вечер, последний поезд, ощущение спешки и надвигающейся темноты — все это создавало атмосферу предчувствия чего-то нехорошего. Она продолжила, стараясь передать то самое чувство неловкости, которое охватило ее, когда она увидела пустой вагон. Платформа была почти пуста. Лишь редкие фигуры, словно тени, маячили в тусклом свете ламп, ожидая свои поезда. Когда состав подошел, двери открылись с тихим вздохом, и я шагнула внутрь, ожидая увидеть привычную толпу уставших пассажиров. Но вагон встретил меня непривычной, дарящей пустотой. Снова пауза. Эмма читала написанное, вслушиваясь в ритм фраз, проверяя, насколько точно слова передают ее воспоминания и ощущения. Давящая пустота. Точное определение. Именно это чувство неестественной тревожной пустоты поразило ее в тот вечер больше всего. Она продолжила описывать свои первые впечатления от пустого поезда, усиливая чувство изоляции и неуютности. Вагон был словно вымерший. Ряды сидений тянулись пустыми, словно брошенные после внезапной эвакуации. Не было ни привычного гула разговоров, ни шелеста газет, ни даже тихого дыхания спящих пассажиров. Лишь монотонный гул колес и слабый свет люминесцентных ламп нарушали звенящую тишину. Казалось, что поезд везет не живых людей, а призраков прошлого, заблудившихся в темных тоннелях метро. Эмма остановилась, удовлетворенно кивнув. Начало истории получалось атмосферным и тревожным. Пустой поезд, тишина, одиночество — все это работало на создание нужного настроения. Теперь нужно было переходить к главному, к зловещему пассажиру, который нарушил эту пустоту и превратил обычную поездку в настоящий кошмар. Сердце Эммы забилось быстрее, предвкушая момент, когда в истории появится источник ее страха — загадочный пассажир. Нужно было ввести его постепенно, не сразу раскрывая карты, а создавая интригу и напряжение. Она снова взялась за карандаш, продолжая описывать свои ощущения в пустом вагоне. Я прошла вглубь вагона, выбирая место у окна. Механически устроилась на сиденье, поставила рюкзак рядом и устремила взгляд в темное стекло, где отражались тусклые лампы и мое собственное бледное лицо. В пустоте вагона любой звук казался усиленным, любое движение неестественно громким. Я чувствовала себя словно под микроскопом, одна в этом безжизненном пространстве. Эмма сделала паузу, перечитывая написанное. Атмосфера изоляции и уязвимости усиливалась. Теперь нужно было ввести фигуру пассажира, нарушив это одиночество, но не принося облегчения, а наоборот, усиливая чувство тревоги. Она продолжила, описывая момент, когда заметила одинокую фигуру в дальнем конце вагона. И вот тогда я заметила его, или ее. В дальнем конце вагона, почти у самой торцевой стены, сидела фигура. Одинокая, неподвижная, словно изваяние, застывшее в полумраке. Сначала я даже не поняла, что это человек. Просто темный силуэт, сливающийся с сумраком вагона. Напряжение нарастало. Описание фигуры было минималистичным, но уже вызывало чувство неуютности. Неподвижное, словно изваяние, застывшее в полумраке. Эти слова подчеркивали неестественность и отстраненность пассажира. Эмма усилила ощущение загадочности, подчеркивая, что пассажир сидит спиной к ней, не давая возможности разглядеть лицо и оценить ситуацию. Фигура сидела спиной к окнам,
лицом к противоположной стене. Я не могла разглядеть ни лица, ни деталей одежды. Только темный силуэт, прямая спина и неподвижная голова, словно приклеенная к шее. В пустом вагоне это одинокое присутствие казалось неестественным, даже пугающим. Почему он сидит там один, в самом дальнем углу? Почему не шевелится? Почему не смотрит по сторонам, как обычные пассажиры? Вопросы, возникающие в голове героини, передавали ее растущее беспокойство и вовлекали читателя в атмосферу напряженного ожидания. Неизвестность вокруг загадочного пассажира становилась главным источником страха. Эмма закончила описание пассажира, подчеркивая контраст между пустотой вагона и единственным занятым местом, усиливая ощущение неуместности и зловечности. Пустота вокруг казалась еще более ощутимой из-за этой одинокой фигуры. Словно вся пустота вагона сконцентрировалась вокруг нее, создавая невидимую стену отчуждения и тревоги. В этом пустом поезде он был словно незваный гость, появившийся из ниоткуда и нарушивший хрупкое равновесие пустоты. И это присутствие пугало меня больше, чем сама пустота. История двигалась в нужном направлении. Зловещий пассажир был представлен достаточно загадочно и тревожно, чтобы заинтересовать читателя и подготовить почву для дальнейшего развития событий. Теперь нужно было усилить напряжение, описывая странности, которые начали происходить в поезде. Эмма продолжила писать, описывая нарастающее беспокойство, когда поезд начал приближаться к ее станции. Внезапно все вокруг начало меняться. Привычный ритм, звуки, даже сам воздух — все стало чуждым и угрожающим. Ее сердце билось быстрее, и каждый звук, казалось, эхом отдавался в ее ушах, предвещая что-то ужасное. Она не могла понять, что именно, но страх сжимал ее сердце в железные тиски. Время шло медленно, словно вязкая патока. Поезд монотонно катился по рельсам, останавливаясь на каждой станции, выпуская и поглощая пустоту. Наконец, вдали замелькали знакомые огни, приближалась моя станция. Я приготовилась к выходу, собрала рюкзак, подошла к дверям, ожидая, когда они откроются с привычным шипением. Нормальное течение событий, приготовление к выходу. Это подчеркивает контраст с тем, что произойдет дальше, усиливая эффект неожиданности и тревоги. Поезд замедлил ход, подъезжая к платформе. Я посмотрела в окно, увидев знакомое название станции, освещенное тусклым светом. Вот и моя остановка. Сейчас двери откроются, и я выйду на свежий воздух, избавившись от этой давящей пустоты и неприятного чувства тревоги. Ожидание выхода, предвкушение облегчения — все это создает обманчивое ощущение нормальности, которое вот-вот будет разрушено. Но поезд проехал платформу мимо, не остановился, двери не открылись. Я недоуменно замерла, глядя в окно, где мелькали огни уходящей станции. Что происходит? Почему поезд не остановился? Может быть, какая-то ошибка? Может быть, я просто засмотрелась и пропустила свою остановку? Растерянность и непонимание — первая реакция на странность происходящего. Героиня ищет рациональное объяснение, не желая верить в нечто необъяснимое. Я нажала кнопку открытия дверей. Раз, другой, третий раз. Ничего. Двери оставались неподвижными, словно намертво заклиненные. Индикатор над дверью не горел. В вагоне царила мертвая тишина. Только монотонный стук колес подчеркивал неестественность происходящего. Настойчивые попытки открыть двери, их безуспешность, мертвая тишина — все это усиливает чувство изоляции и беспомощности. Рациональные объяснения отступают на задний план, уступая место тревоге и непониманию. Паника начала медленно подкрадываться к горлу, сжимая дыхание. Я снова посмотрела на фигуру в дальнем конце вагона.
Она по-прежнему сидела неподвижно, не издавая ни звука, словно не замечая происходящего. Будто бы происходящее не имело к нему никакого отношения. Или будто бы он знал, что так и должно быть. Фигура пассажира снова привлекает внимание героини. Его неподвижность в ситуации абсолютной аномалии становится не просто странной, а угрожающей. Возникает подозрение, что пассажир не просто наблюдатель, а активный участник происходящего или даже его причина. Последняя фраза, будто бы он знал, что так и должно быть, вносит элемент мистического предопределения, усиливая атмосферу кошмара. И это молчаливое, неподвижное присутствие в пустом поезде, который не останавливается, пугало меня больше всего. В этом было что-то неправильное, неестественное, что-то такое, что не поддавалось логическому объяснению и заставляло сердце колотиться от неясного, надвигающегося ужаса. Страх героини достигает пика. Неподвижность пассажира в контексте странного поведения поезда становится главным источником ужаса. Неясность происходящего, отсутствие логического объяснения усиливают иррациональный животный страх, который охватывает героиню. Далее нужно переходить к кульминации, моменту жуткого осознания и встречи со зловещим пассажиром. Эмма заставила себя отвести взгляд от неподвижных дверей и снова посмотрела в сторону загадочной фигуры. Может быть, он знает, что происходит. Может быть, он машинист или какой-то служащий метро. И все под контролем. Просто произошла какая-то неполадка. Глупая надежда. Но за нее цеплялся разум, отказываясь принимать иррациональный ужас ситуации. Она пыталась разглядеть хоть что-то в неподвижной фигуре. Какую-то деталь, которая могла бы дать ответ или хотя бы подсказку. Но фигура оставалась непроницаемой и неподвижной, словно вырезанная из темного картона. В полумраке вагона детали смазывались, превращая человека в безликий силуэт. И тут ее взгляд случайно скользнул к окну, где отражался пустой вагон и тусклый свет ламп. И она заметила нечто странное, нечто такое, что заставило кровь застыть в жилах. В отражении в окне не было его. Слова сами собой родились в голове, медленно и отчетливо, словно удар колокола в ночи. В отражении пустого вагона были пустые сиденья, лампы, ее собственное бледное лицо, испуганно смотрящее в окно. Но там, где должно было быть отражение темной фигуры, сидящей в конце вагона, зияла пустота. Просто пустое сиденье, словно там никого и не было. Невозможно. Этого не может быть. Глаза обманывают. Игра света и тени. Что угодно, только не это. Эмма заставила себя снова посмотреть на фигуру. Вот же он. Сидит там, темный и неподвижный. Он есть. Она его видит. Но где же его отражение? Она снова перевела взгляд на окно, пытаясь поймать хоть малейший признак отражения. Ничего. Пустота. Словно фигура поглощала свет, не отбрасывая тени, не отражаясь в стекле. И в этот момент неподвижная голова фигуры дрогнула. Медленно, неестественно медленно, словно ржавый механизм запустился в движение. Фигура начала поворачиваться. Сердце Эммы замерло, перестав биться на мгновение. Дыхание перехватило. Воздух перестал поступать в легкие. Она застыла, неспособная двинуться, неспособная отвести взгляд, словно парализованная невидимой силой. Медленно, мучительно медленно фигура поворачивалась к ней. Сначала повернулась голова, затем плечи, постепенно разворачивая все тело. Движения были неестественными, дерганными, словно кукла на шарнирах, которой кто-то медленно и зло дергает за ниточки. Время растянулось до бесконечности. Каждая секунда казалась вечностью ожидания неизбежного. И вот, наконец, фигура полностью развернулась лицом к ней. В этот момент экран телефона Эммы,
лежащего рядом на подоконнике, погас, показывая ее собственное отражение в темном стекле. И за ее спиной в отражении телефона стояла тень. Экран телефона погас, словно резко оборвав пленку фильма на самом напряженном моменте. Черное зеркало отразило комнату, полумрак и ее собственное лицо, бледное и напряженное, с расширенными от ужаса зрачками. На мгновение воцарилась тишина, нарушаемая лишь собственным учащенным дыханием. Эмма замерла, не решаясь пошевелиться, боясь нарушить хрупкое равновесие момента. И тут ее взгляд упал на отражение за спиной. В темном зеркале телефона, позади ее собственной фигуры, маячила тень. Не ее собственная тень, отброшенная настольной лампой, а нечто иное, нечто чужеродное, неестественное. Тень была темнее обычной тени, гуще, словно вырезанная из бархатной черноты. Она не повторяла контуры ее тела, а имела неопределенную, расплывчатую форму, словно темное облако, нависшее над плечом. И в этой тени, в самом центре черного пятна, Эмме показалось, что мелькнул глаз. Одинокий, тусклый огонек, словно отражение звезды в глубоком колодце. Глаз, смотрящий прямо на нее из затемненного пространства за спиной. Сердце ухнуло в пятки. Дыхание остановилось. Эмма не могла отвести взгляд от отражения. От этой ужасной тени за спиной. От этого тусклого глаза, смотрящего из тьмы. Страх парализовал ее, превратив в каменную статую. Мир сузился до маленького черного экрана телефона, где отражался ее кошмар. Она сама и тень за спиной. В голове пронеслась мысль. Это он. Это тот самый пассажир из пустого поезда. Он вышел из зеркала, вышел из темноты вагона и теперь стоит за ее спиной. Невидимый в реальном мире, но отчетливо видимый в отражении. Он пришел за ней. Он всегда был там, в тени, в отражении, ждущий своего часа. И в этот момент тень в отражении шевельнулась. Медленно, незаметно, словно дымка, она начала расползаться, увеличиваться в размерах, надвигаясь на ее отражение, словно пытаясь поглотить его, стереть из зеркала. Эмма закричала. Крик вырвался из груди непроизвольно, разрывая тишину комнаты. Она отшатнулась от телефона, отбрасывая его в сторону, словно горячий уголь. Экран телефона ударился о подоконник и снова погас, на этот раз окончательно, поглотив вместе с собой и отражение, и тень. В комнате снова воцарился полумрак. Только тихое тиканье часов и собственное учащенное дыхание нарушали тишину. Тень исчезла. Остался лишь страх, ледяной рукой сжимающий сердце, и ощущение чьего-то невидимого присутствия в комнате, чьего-то тяжелого взгляда, смотрящего из темноты. Дрожащими руками Эмма закончила печатать последние слова своей истории. Сердце все еще колотилось, вспоминая жуткий образ тени за спиной, увиденной в отражении телефона. Пальцы непослушно скользили по клавиатуре, когда она перечитывала текст, внося последние правки. История получилась мрачной, атмосферной и, главное, искренней. Она вложила в нее не только воспоминания о том вечере в пустом поезде, но и частичку собственного страха, своей восприимчивости к темным сторонам реальности. Наконец она решилась. Нашла на странице сайта кнопку «Отправить историю». Еще раз вздохнула и нажала ее. Секунда ожидания показалась вечностью. На экране появилось сообщение об успешной отправке и загрузке файла. Заявка была отправлена в отражение. Теперь оставалось только ждать результата. Эмма откинулась на спинку стула, чувствуя себя измотанной и опустошенной. Напряжение последних часов наконец отпустило, оставляя после себя лишь легкую дрожь в руках. Она закрыла ноутбук и посмотрела в окно, где ночной Токио продолжал жить своей неугомонной жизнью, не замечая ее личных кошмаров и волнений. И вдруг на экране телефона, который она недавно отбросила в сторону, загорелся новый значок уведомления. Сообщение от отражения. Неужели так быстро?
Она не ожидала ответа так скоро. Думала, что рассмотрение заявки займет не меньше дня, а то и больше. Любопытство и тревога снова захлестнули ее. Она подняла телефон и открыла уведомление. На экране светилось короткое сообщение. «Ваша заявка принята и будет рассмотрена в ближайшее время». Сердце Эммы радостно стукнуло. «Принята. Это еще не окончательное вступление в сообщество, но первый шаг сделан. Ее история заинтересовала модераторов отражения. Это уже была маленькая победа». Ниже, под текстом о принятии заявки, шла еще одна строчка, написанная немного другим шрифтом, словно добавленная в последний момент. «Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить уведомления». В этот момент Эмма почувствовала легкое недоумение, смешанное с небольшим чувством дежавю. «Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить уведомления». Где-то она уже слышала эту фразу, где-то читала. А где обычно говорят такое? Где просят подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Внезапно ее осенило. Канал, видео, страшные истории, отражение. Это же звучит как приглашение подписаться на YouTube-канал или что-то похожее. Неужели отражение — это не только закрытое интернет-сообщество, но и видеоканал со страшными историями? И ее история, может быть, станет одним из этих видео? Легкая улыбка тронула губы Эммы. Ирония ситуации показалась ей забавной и немного жуткой одновременно. Она только что написала историю о страхе, о темных сторонах реальности. И вот теперь ее приглашают подписаться на канал, где эти страхи будут транслироваться в формате видео для всеобщего обозрения. Круг замкнулся, отражение углубилось, и кто знает, что еще скрывается за этим зеркалом отражения. С легким сердцем и небольшим чувством мистического любопытства Эмма снова открыла сайт отражения. На этот раз она обратила внимание на небольшую иконку в верхнем правом углу страницы, которую раньше не замечала. Иконка изображала стилизованный глаз, окруженный темными завитками, и рядом с ней была надпись «Канал». Эмма улыбнулась и кликнула на иконку. Приключение только начиналось.